Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Я очень рада встрече с вами. Каждому из вас спасибо за то, что вы подписываетесь на мой канал, за то, что ставите лайки, оставляете комментарии. Я вам очень благодарна. Сегодня я буду готовить обычное жаркое с рулетиками из теста. Начинку я возьму луковую. Готовится очень быстро, легко и просто. Для этого нам понадобится мясо. Можно брать любое: говядина, баранина, картофель. Небольших 6 штучек я взяла. 1 луковица небольшая, помидор, морковка и болгарский перец. Хитрить, мудрить не будем. Все режем. Бросаем в чугунок. Так, мясо я буду резать квадратиками, небольшими. Вот такими квадратиками будем резать, небольшими, чтобы быстро приготовилось. Вот я мясо покрошила. Теперь я берусь за лук. Лук я буду на четвертинки резать. Вот таким образом. Так, морковочку я нарежу тоже четвертинками. Я как бы анализирую, смотрю. 80-90% посетителей моего канала, гостей моего канала просто смотрят, не подписываются. Я предлагаю вам подписаться, и я уверяю вас, что очень много вкусного вы научитесь готовить со мной. Хотя я знаю, что каждая из нас супер хозяйка, есть чем поделиться, и вы можете в своих комментариях мне отправлять ваши рецепты, которые я буду пробовать готовить, потом готовить вместе с вами. Я думаю, что если вы поддержите меня, будете подписываться, мы очень многому друг у друга научимся. Жизнь нам для этого и дана, чтобы учиться друг у друга. Сегодня моя внучка выделила мне свою тарелочку, вот такую красивую, и попросила, чтобы я ее использовала в съемках. Так что я ее принесла. Помидоры тоже режу кубиками. А перчик я буду резать тоже квадратиками. Вот таким образом. Вот на такие кусочки. Вот мы все покрошили. И сейчас пойдем все обжаривать. А потом мы примемся за картошечку. Так, обжаривать будем на растительном масле. Я наливаю в чугунок масло. 30-50 миллилитров. Хотите посочнее, побольше масла. Хотите это все зависит. Все наливают на свой вкус. Поэтому сейчас мы будем бросать мясо и другие овощи. Так, масло у нас накалилось. Мы потихоньку бросаем мясо. Все хорошо перемешиваем и ждем, когда мясо у нас покроется красивой такой зажаристой корочкой.
картошечку. Пока мясо обжаривается, я нарежу картошку. Картошку я буду резать небольшими квадратиками. Вот такими. Вот картошечку я нарезала вот такими квадратиками. И будем дальше заниматься зажаркой. Вот до такого состояния я обжариваю мясо. Добавляю лук, морковь, все, что я нарезала. Хорошо перемешиваю и оставляю томиться на медленном огне. Сюда бросаю чайную ложечку соли, пол чайной ложечки черного перца и паприку чайную ложку. Все хорошо перемешиваю и оставляю томиться на медленном огне. Пока у нас готовится жаркое, мы приготовим тесто для рулетиков. Берем муки. Я взяла 1,5 стакана. Добавляю 1 яйцо, чайную ложечку соли, и замешиваю тесто. Сейчас, когда яйцо хорошо перемну с мукой, я добавлю чуток воды. Тесто надо делать покруче, потому что оно еще будет вариться, чтобы оно не расползлось у нас. Вот такое тесто у нас получилось. Вот. Видите, оно не такое мягкое, но и тем не менее не сильно крутое, чтобы потом тяжело катать не было. Вот. Оставим его отдохнуть на минут 10. Я отдыхать оставляю вот таким образом. Вот такая красота у нас жарится. Добавляем сюда кружечку воды. И оставляем вариться до готовности. Когда мясо у нас будет готово, почти готово, мы добавим картофель. Теперь, когда у нас мясо почти готово, мы закидываем картошку. Все хорошо перемешиваем. И опять оставляем готовиться на медленном огне. Накрываем крышечкой и пусть готовится. Пока мы будем готовить рулет. Я накрываю крышечкой и оставляю готовиться на медленном огне. Когда наше тесто отдохнуло, вот оно у нас, смотрите, какое красивое, приятное на ощупь. Мы его будем катать. Катать надо очень тонко. Очень тонко, поэтому надо запастись терпением и катать. Чем тоньше тесто, тем вкуснее рулетики будут. Это уже аксиома нашей готовки. Его надо катать нужно даже тоньше, чем тесто на бешбармак. Припыляем мукой и продолжаем тесто наше
катать. Вот до какого состояния я раскатала тесто. Вы видите мою руку. Теперь это тесто мы смазываем растительным маслом. Смазываем обильно, хорошо, чтобы слои у нас отделялись друг от дружки. Я взяла 4 столовых ложки растительного масла и вот так хорошо размазываю. Чуть-чуть дам постоять, чтобы потом, если что, по сторонам чуть-чуть потащить, потянуть тесто, для того, чтобы оно стало еще тоньше. Вот так. И оставляю на минуты 2-3. Теперь мы на это тесто выкладываем лук, который я заранее обжарила до золотистости. Раскидываю его по тесту. Когда я его жарила, я его чуть-чуть присолила, чтобы был вкус. Вот так. Сейчас разложим все хорошо и закатаем рулетик. Так, все разложим хорошо, чтобы везде у нас лучок был. На удивление, мои дети все любят лук. Ну, внуки не любят. Ну, они не будут тесто кушать, они будут жаркое кушать. Вот. Все я разложила. Вот так складываем рулетик. Вот. Стараемся плотно это сделать. Сейчас мы его будем резать на кусочки. Вот таким образом. Вот на такие кусочки мы его режем и будем складывать прямо на картофель. Все, когда наш картофель почти готов, мы выкладываем рулетики поверх этого вот таким образом. Мы выложили поверх нашего картофеля рулетики и накрываем крышечкой и варим на медленном огне. Вот что у нас получается. Буквально 10 минут и они готовы. Сейчас я буду их снимать, показывать вам, что у нас получилось. Вот, смотрите, какая красота у нас получилась. Очень вкусно, аппетитно выглядит. А сейчас я вам покажу рулетики. Вот, смотрите, каждый слой у нас отдельно. Вот. Ничего не слиплось. Вот. Я думаю, вам видно. Вообще мучные блюда — это такая колондайка для фантазии. Поэтому можно приготовить и так, и будет все время вкусно.